Всем большой привет! Сегодня в этом видео я покажу, как я сам заправляю газовые баллоны. Ну вот поняли, вот такие вот. Есть они вот такие вот. Это, кстати, композитный. Газа сюда вмещается 13 литров, вернее 13 килограмм. Так он идет на 24 литра. Очень легкий. Вот пустой баллон можно поднять просто мизинцем, не напрягаясь. До этого у меня все баллоны металлические, без вентилей идут. Заправлять таким способом можно абсолютно любые газовые баллоны. Просто нужно выкрутить вот этот вот сосок под газовый редуктор и поставить вот такой вот вентиль. Обычный железный газовый баллон такого типа. Кстати, вот этот маленький газовый баллон я приобрел себе на рыбалку. Утеплил его, ну, чтобы обогревать палатку. Подключаю сюда газовый обогреватель. Проблема в том, что большие газовые баллоны тяжеловатые, и если у вас есть проблемы со спиной, то таскать их постоянно напрягает. А вот такие вот газовые баллоны композитные, стоят они, конечно, недешево. За вот это я отдал 7500, но его купил один раз и забыл на всю жизнь. Он легкий, заправляешь его и пользуешься. Он два таких баллона взял, один, получается, сменный у меня будет. Так что, кому интересно, как я заправляю баллоны, я сейчас вам покажу и расскажу. Вот что понадобится для этого дела, для заправки баллонов самостоятельно. Сейчас я расскажу немного предысторию. У нас, где я проживаю, нету центрального газа, и приходится пользоваться обычным газом в баллонах. Но газ в баллонах не заправляют, а продают уже полный. То есть я привожу свои баллоны, обмениваю на заправленные баллоны и плачу деньги. Меня это не устраивает, потому что они работают строго по расписанию. Вот, а иногда газ бывает, что заканчивается в выходной день, либо у меня нет времени приехать в то время, которое они продают. Ну и к тому же в 2 раза дороже получается при помощи обмена газовых баллонов на полные. Здесь же, как я заправляю, получается практически в 2 раза дешевле, и в любое время суток можно это сделать на газовой заправке. Но на газовой заправке просто так заправить баллон у вас не получится, поэтому я расскажу свой способ, как я это делаю. Купил вот такой вот шланг газовый, специальный, хомуты, вот такой вот переходничок на газовый баллон, вот такой вот клапан для заправки автомобиля газом, если он у вас ездит на газу. Вот там внутри шарик установлен, то есть когда сюда газ подается, он спокойно проходит, а потом под давлением назад уже газ назад не выходит. И вот этот вот клапан, его нужно вмонтировать. Я вмонтировал его в лючок своего автомобиля, где у меня выход под бензобак, я чуть позже покажу. И там я просверлил отверстие рядом и вмонтировал его. Далее к нему накручиваем вот такой вот уголочек с ёршиком. Кстати, вот этот клапан я покупал вместе с таким переходником. Вот так вот его вкручиваешь, здесь вот прокладочка есть. Приехал на заправку, на газовую, вкрутил его, все, заправщик подошел, пистолетом заправил через вот этот переходничок. Ты его выкрутил, и у вас такое маленькое отверстие в бензобаке, в лючке бензобака не мешается. Ну, это все продается комплектом, покупал также на маркетплейсе, ну, точно не помню, в районе 300-500 рублей. Брал давно, это лежит он у меня про запас. Вот этот переходник вместе с клапаном называется ВЗУ для ГБО. Покупал их на маркетплейсе. Для клапана покупал вот такой вот переходник с внутренней резьбой на 1/4 дюйма и штуцером на 10 мм. И переходник со штуцером 10 мм на газовый баллон. Вот, в принципе, и все, что понадобится для заправки газового баллона на любой газовой заправке. Раньше можно было привезти газовый баллон на любую газовую заправку, где заправляют автомобили, и вам бы его заправили. Но сейчас почему-то запретили это делать, и поэтому разрешено только если у вас баллон спрятан в машине, подсоединен через все вот эти переходники, и через вот этот заправочный клапан вы заправляете официально на газовой заправке. Все, в принципе, просто и доступно. Самое главное, нужно хорошо все это дело загерметизировать, вот эти все резьбовые соединения, чтобы газ не пропускал и не подтравливал. Для этого я использую вот такой вот, получается, анаэробный уплотнитель. Он подходит и для воды, и для природного газа, и для сжиженного газа. Короче, как раз подходит для вот этих вот целей. Я сейчас наглядно покажу, как я все это делаю. Резьба должна быть чистая. Наносим уплотнитель, хорошенько размазываем его по резьбе. Вот таким вот образом. А затем уже накручиваем переходничок. Сейчас это лишнее удаляем. Ну, в принципе, и все. Теперь можно устанавливать его в лючок автомобиля, либо в любое другое удобное место все это дело. Но лючок бензобака автомобиля идеально для этого подходит. И у меня как раз там есть место, куда можно засверлиться и установить вот этот переходник, вот этот клапан. Вот так она выглядит уже в установленном, закрученном виде. Я там герметика промазал на всякий случай и прикрутил ее на винты. Все очень достойно. Закрывается лючок, ничего не мешает. Все как с завода сделано. Приезжаешь когда на заправку, берешь переходник, вкручиваешь. Все, заправляешься, выкручиваешь, закрываешь. Как все это дело выглядит внутри? У меня вот такой вот лючок, где у меня стоит домкрат в багажнике. Я его открываю. Ну, это заранее, когда баллон хочу заправить, вытаскиваю этот переходник. Вот баллон. Вот соединяю с баллоном. Обязательно открываю кран. Вот. Открываю кран. И все, подъезжаю на заправку, заправляюсь. Потом, когда заправился, закрываю кран.
И все, приезжаю домой, достаю баллон, вытаскиваю его на улицу, чтобы в машине газом не воняло. И откручиваю этот переходничок, стравливаю газ, который остался в шланге. И все, в принципе. Назад убираю шланг сюда, закрываю и дальше ездю, ничего не мешает. Хочу вот эти баллоны тоже со временем переделать, поменять вот эти вот клапана на вот такие вентили. Они стоят рублей 300. И заправлять тоже эти баллоны. Ну а на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.